Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на такую тему, как баланс в отношениях, брать-давать. Зачем же нужен этот баланс, как его удерживать, что будет, если баланс в отношениях нарушается, и что сделать для того, чтобы этот баланс не нарушался и всегда была вот равная пропорция, брать-давать, да, то есть мы берем и получаем равносильно, и таким образом мы двигаемся, меняем энергию, развиваемся и налаживаем отношения с собой, с друзьями, с окружением, со Вселенной, с миром и так далее, так далее, так далее. Я бы хотела привести вам такую метафору, как сосуд. Очень многие люди считают, что энергия в организме накапливается в каком-то сосуде. Да? Можно предположить, что этот сосуд будет с открытым верхом и с закрытым дном. И я в общении с людьми очень часто замечала, что они считают, что энергия в этот сосуд накапливается, то есть ее можно туда взять, да? То есть у вас в организме она как бы аккумулируется, и вы таким образом наполняетесь энергией, как часто говорят, я наполнена энергией, да, или там я опустошена. На самом деле вот эта вот аналогия с сосудом, я считаю, она не совсем верна, потому что в таком случае энергия попадает в организм, но она потом, скажем так, не выходит, нормального обмена не происходит. Энергия, как вода в сосуде, застаивается, и там происходит такой момент, да, можно провести аналогию с болотом, в котором вода застаивается, и потом она загрязняется, и таким образом, да, вот этот вот организовывается такой вот застой. Я же хотела привести вам другую метафору, как я думаю, что происходит вот этот вот обмен и накапливание энергии, если можно так сказать. Я бы провела такую аналогию тоже с сосудом. Можно предположить, что наш организм является таким сосудом. Пускай он проходит вот так вот, да, вот мимо вашего позвоночника. И я считаю, что есть открытый верх и есть открытое дно. И наш организм, он является на самом деле всего лишь проводником для энергии, которая постоянно приходит и уходит, и таким образом происходит как получение, так и отдавание энергии, таким образом как раз происходит нормальный, равносильный обмен, и, конечно же, будет у вас зависеть объем энергии, скажем, от того, это проводимость, да, насколько у вас есть какие-то негативные эмоции, возможно, какие-то зажимы, многие люди говорят, называют это блоками в организме, да, и многие, скажем так, даже медитативные практики и какая-то, например, йога направлена на то, чтобы эти зажимы из вашего тела убрать. Также точно, кстати, работает и массаж, и со временем вы расширяете свой сосуд, и таким образом можете получать и отдавать большее количество энергии, чем ранее. Давайте поднимем такую тему, как брать-давать. То есть, да, давайте рассмотрим эту тему в отношениях с каким-то другим человеком. Если вы постоянно в отношениях с каким-то человеком, все время у него что-то берете, то есть вы при общении с человеком что-то у него постоянно просите, например, вы постоянно просите какой-то совет или какую-то помощь, вам нужна какая-то помощь в учебе, по дому или в карьере. Если вы все время просите, берете у человека, но ничего не даете ему взамен, хотя бы даже искренняя, настоящая благодарность, этот человек будет ощущать даже бессознательно или, возможно, даже сознательно, он будет ощущать, что вы, скажем так, используете его в общении, и он будет избегать общения с вами, потому что будет чувствовать на бессознательном уровне истощение после общения с вами, он будет чувствовать, что он энергию отдал, но ничего не получил взамен. Это может происходить осознанно, когда человек уже занимается какими-то практиками или просто имеет такой уровень осознания уже изначально, а может происходить и бессознательно. Человек просто будет ощущать себя истощенно после общения с вами и на следующий раз может захотеть избегать встречи с вами. Точно так же может происходить и в другую сторону. Если вы в общении с человеком постоянно ему что-то даете, если вы даете что-то даже не спрашивая, нужно ему это или нет, об этом я говорила в своем предыдущем видео, да, что мы на самом деле помощь оказываем только тогда, когда нас попросили, когда мы можем оказать помощь и когда мы хотим оказать помощь. Так вот, если вы постоянно в общении с человеком что-то ему даете, помогаете, что-то приносите, дарите какие-то подарки, но человек в ответ не благодарит вас, не дает ничего в обмен, вы будете чувствовать на самом деле истощение от общения с таким человеком, это раз, а с другой стороны, человек, который с вами общается, может начать избегать общения с вами, потому что он будет начинать чувствовать, что есть у него какой-то долг, он как будто бы вам чем-то обязан, он не хочет отдавать вам этот долг, и поэтому будет от вас всячески убегать. И вот есть, кстати, такой пример, очень часто приводят, что когда человек берет деньги в долг, он начинает ненавидеть со временем того человека, который дал ему
ему эти деньги, потому что деньги-то возвращать нужно, а возвращать их не хочется. И таким образом мы начинаем негативно думать о том человеке, который дал нам эти деньги, и получается, что вы оказали вот такую вот услугу, да, вы человеку якобы помогли, выручили его тогда, когда ему это было нужно, но потом со временем, если человек эти деньги вам отдавать не собирается, он начнет вас ненавидеть и пропускать вот этот вот огромный шквал негативной энергии в вашу сторону. Поэтому обязательно смотрите, как обстоят дела у вас в отношениях с момента вот этим брать и давать. Будьте аккуратны с тем, насколько часто вы помогаете какому-то человеку в общении, помогает ли он в ответ вам, является ли ваша дружба в данном, например, примере, да, является ли ваша дружба сбалансированной или это игра в одни ворота. Также я хотела бы поднять такую тему, как что же делать тогда, если человек сделал что-то плохое для меня, да? И очень многие люди, я заметила в общении с людьми, что они говорят о том, если вам сделали что-то плохое, сделайте плохое в ответ для того, чтобы выровнять вот эту вот энергию, да? И, скажем так, из того, что я рассказываю сегодня, можно подумать, что если человек сделал что-то плохое, сделай что-то плохое ему в ответ, и таким образом ты сбалансируешь энергию. Я хочу сказать, что на самом деле я не придерживаюсь такой точки зрения. Я считаю, что если случилось так, что человек сделал что-то неприятное в ваш адрес, подумайте о том, как вы спокойно можете выстроить границу в общении с этим человеком, обозначить то, что непозволительно в общении с вами, да, какие-то действия или слова, которые вам сказал человек. Скажите ему об этом спокойно, и если вам будет легче, вы можете прекратить общение с этим человеком или сделать какую-то паузу, скажем так, какой-то испытательный срок, и после того, как общение выровняется, после того, как этот баланс вернется в нормальный баланс, вы можете опять общаться с этим человеком, но обязательно покажите человеку, да, что то, как он сделал, или то, что он сказал, с вами это непозволительно, в общении с вами такого быть не может. Очень важно, чтобы вы делали это спокойно, говорили об этом нормально, и обязательно, когда вы это сказали, отпустите ситуацию и поблагодарите человека мысленно, да, не нужно об этом говорить действительно прямо, открыто человеку, просто поблагодарите человека за тот урок, который он вам дал, и на самом деле каждый раз, когда люди нарушают наши границы, они показывают нам то, что является для нас истинно важным. Поблагодарите человека за то, что он указал вам на ваши приоритеты, на какие-то ваши ценности, отпустите его и сделайте какую-то паузу в общении. Также я хотела бы привести несколько других примеров такого вот баланса в отношениях, что же делать, как выравнивать этот баланс. К примеру, вас пригласили в гости, вас пригласила, допустим, ваша подруга отдохнуть у нее дома на несколько дней, вы приехали погостить. Сделайте что-то приятное в ответ. И, конечно же, человек вас ждет. Возможно, она подготовит для вас приятную комнату, да, она подготовит для вас постель, какие-то чистые, красивые полотенца, она окажет вам свое внимание, свое время, она сделает ваш отдых приятным. Сделайте что-то приятное для нее. Возможно, вы сможете в следующий раз пригласить ее также к себе. Если у вас нет возможности пригласить подругу, пригласите ее куда-нибудь в ресторан. Пока вы гостите у нее в гостях, пригласите ее куда-нибудь в ресторан или организуйте выход в театр. Сделайте что-то такое, то, что любит ваша подруга. Если вашей подруге нужна поддержка или помощь, она об этом просит, окажите эту помощь и поддержку, о которой она просит. Возможно, приедьте с букетом цветов, подарите какой-то подарок. Сделайте так, чтобы человек увидел, что вам также приятно ее внимание, вы оцениваете его, и вы на самом деле цените ее время, ее внимание, да? То, как она заботится о вас, позаботьтесь о человеке в обмен. Если, скажем, вы идете в ресторан с молодым человеком, он вас пригласил, он оплатил счет, было очень весело, классно, вы получили удовольствие, обязательно поблагодарите этого мужчину за то, что он выбрал место, за то, что он оплатил ваш счет, за то, что вы могли просто расслабиться, почувствовать себя женщиной, насладиться атмосферой, да, скушать какую-нибудь вкусную еду, выпить вкусное шампанское или что-нибудь еще. Поблагодарите его, и, возможно, у вас даже появится возможность пригласить его в будущем на чай, испечь какой-то вкусный пирог, если он любит, или, возможно, вы сможете сделать какую-то красивую самодельную открытку и отправить ему по почте, если вы считаете, что вы не можете пока приглашать этого человека к себе домой. Сделайте какую-то открытку, и всегда человеку будет приятно получить что-то, что вы сделали своими руками. Отблагодарите человека за то, что он позаботился о вас, и укажите какой-то знак внимания для того, чтобы вот этот вот баланс брать-давать в отношениях соблюдался, и ваши отношения двигались, развивались и становились лучше.
Давайте поговорим о том, если у вас не складываются отношения с людьми, если, может быть, у вас нету друзей или у вас не получается выстраивать дружбу. Вот как раз тот самый момент, когда вы можете подумать о том, как у вас обстоит баланс в отношениях брать-давать. Возможно, вы очень много ждете от людей или просите у них, или даже, как бы сказать, берете уже, да, много у людей. Или, может быть, с другой стороны, вы наоборот очень много отдаете, и человек не дает взамен вам, и у вас нарушается этот баланс. Подумайте также о том, какие эмоции вы испытываете при общении с определенным человеком. Если вы испытываете какие-то негативные эмоции, человек на бессознательном, опять же, уровне будет считывать эту реакцию и, возможно, начнет избегать общения с вами, даже, скажем так, не зная почему, но он просто будет так чувствовать. Также я хотела сказать о том, что очень важно со временем пересматривать свое окружение, смотреть, кто есть ваши друзья, с кем вы проводите много времени. И есть смысл убирать некоторых людей из своего окружения, пополнять окружение новыми людьми. И это такая отдельная тема, я буду дальше раскрывать ее на своем канале. А сегодня давайте поговорим еще о том, что вот этот вот на самом деле баланс в отношениях брать-давать, он относится не только к людям, к друзьям, к парням, мужьям, отношениям, родителям, братьям, сестрам, да, такой же точно обмен существует у вас самой с собой, или с самим собой, и со Вселенной, с миром, да, как вы это называете. Помните, как в первом видео о своем исполнении желаний я говорила о том, что очень важно, чтобы цель была ваша, чтобы она была не навязана стереотипами, обществом, какой-нибудь подругой. Это может быть, конечно же, одной из причин, почему ваше желание не исполняется, но второй причиной может быть то, что у вас со Вселенной теперь нету баланса брать-давать, и, возможно, вы очень многого требуете, хотите исполнения своего желания, и как ребенок постоянно ждете, что вам дадут, но вы ничего не делаете для того, чтобы ваши цели реализовались, чтобы ваши проекты реализовались. И таким образом, конечно, очень хорошо было бы подумать о том, что круто загадывать желания, это очень классно. И на самом деле, конечно же, везет, и желания исполняются, но очень большая вероятность, если вы начнете делать какие-то действия, развивать свою дисциплину, если вы будете двигаться вперед к своим целям, к реализации тех проектов и желаний, которые вы загадали, то ваша цель будет реализовываться на самом деле намного быстрее и позитивнее, потому что вы будете соблюдать этот баланс. Вы чего-то попросили, и как ребенок вы ждете, да, и хотите, чтобы вам это дали, но с другой стороны, вы и даете, то есть вы делаете какие-то шаги, вы держите, возможно, какую-то аскезу или повторяете какие-то убеждения из раза в раз. Даже маленькие шаги, если вы будете их делать, ваши цели, они будут реализовываться намного быстрее, потому что у вас будет соблюден баланс, и вы будете идти в таком вот резонансе со Вселенной, и ваши желания, цели будут исполняться. Вы же знаете, бывает так, что когда классное настроение, когда делаешь какие-то шаги, да, что-то предпринимаешь в жизни, и другие события происходят намного легче, потому что вы впадаете в такой вот поток, да, взаимоотношения со Вселенной, равный баланс, она вам помогает двигаться вперед, ну и вы тоже делаете какие-то шаги для того, чтобы двигаться вперед. И таким образом вы сохраняете вот этот вот раппорт со Вселенной, вы получаете энергию и отдаете энергию. То, о чем мы говорили в самом начале, да, ваш сосуд, в вашем сосуде энергия двигается, вы получаете, классно, чудо, спасибо большое, но также вы отдаете, вы реализуете, вы материализуете ту энергию, которая вам дается. Также и со знаниями, да, когда я даю вам какие-то практики, в некоторых видео я добавляю, будет очень круто, если после того, как вы прослушали эти практики, вы смогли бы попробовать и сделать их для того, чтобы материализовать, как бы заземлить ту информацию, которую вы получили. То есть вы получили какую-то энергию, да, такая аналогия с тем, что я сейчас говорю, и тут же вы ее реализовали, вы попробовали что-то сделать, вы превратили эту информацию в действие, и таким образом дальше у вас будет происходить вот этот вот обмен брать-давать со Вселенной, вы будете, кстати, двигаться очень быстро вперед. Вот, ну и, конечно же, я желаю вам, чтобы все ваши желания исполнялись. В первую очередь, пускай у вас будут очень гармоничные отношения с собой, с окружающими, с друзьями, с коллегами, со Вселенной, с миром. Пускай у вас будет равный баланс брать и давать. И я желаю вам всем хорошего дня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. Видите, вот давайте поддерживать баланс. Я буду вам давать видео, подписывайтесь. И буду ждать встречи с вами в следующем видео. Всех целую, пока!